Даже в ссоре не стоит говорить близким людям страшные слова, ведь они могут оказаться последним, что услышит от нас родной человек. Довольный собой Гордон только что выехал из автосалона на новеньком автомобиле. Таких авто в его небольшом американском городке не было. Это была самая крутая машина из всех, которые он вообще когда-либо видел. И это был подарок для сына, который только что окончил колледж. У Гордона и Джейка были непростые отношения, а недавно они сильно поругались. Дело в том, что сын сообщил отцу, что не собирается продолжать его дело. У Гордона была своя мебельная фирма, которая совершенно не интересовала Джейка. Парень окончил колледж, выучившись на актера. Это было его настоящей мечтой. Истинным призванием он совсем не собирался заниматься мебелью. И прямо сказал об этом отцу. Вот только у Гордона был непростой характер. Мужчина привык добиваться своего, он не терпел отказов. Гордон всегда хотел, чтобы сын продолжал его дело, но Джейк наотрез отказался. Сейчас мужчина вспоминает их ссору и испытывает стыд за свою реакцию. Гордон так разозлился на сына, что выгнал его из дома, пожелав никогда больше его не видеть. Конечно, это было слишком. Вот отец и попытался загладить вину покупкой дорогого авто. Мужчина ехал на большой скорости, наслаждаясь маневренностью новой машины. Авто стоило каждого потраченного на него цента. Внезапно на дороге показалась скорая помощь, которая ехала с мигалками. Гордон решил обогнать машину, но случилось непредвиденное. Она дала резкий крен, в итоге повредила новое дорогое авто. Мужчина был в ярости. Он резко затормозил, перекрыв дорогу скорой. Гордон решил разобраться с виновником аварии. Он выбежал из машины и начал орать на водителя. «Ты хоть понимаешь, сколько стоит эта тачка? Тебе за всю жизнь столько не заработать». Водитель посмотрел на мужчину и спокойно ответил: «Вы мешаете мне делать свое дело. У меня в машине умирает молодой парень». Гордон сразу охладил свой пыл, но не мог так просто это оставить. Он продолжил отчитывать водителя, пока из машины не вышел медик. Мужчина с окровавленными руками быстро подошел к Гордону и резко сказал ему, чтобы тот не мешал им спасать их пациента. А затем произошло страшное. Гордон посмотрел на парня, который лежал на каталке в машине в луже крови, после чего просто потерял дар речи. Это был его сын. Тот самый мальчик, которого он с проклятиями выгнал из дома, а теперь видит окровавленным в машине скорой помощи. И тут до Гордона дошло, что он мешает спасать собственного сына. Мужчина резко садится за руль и говорит, чтобы медики как можно быстрее добирались в больницу. А сам едет впереди, не допуская, чтобы кто-то помешал машине мчаться вперед. Пока Гордон сопровождал бригаду скорой помощи, которая спасала его сына, он не мог не думать о том, что он за человек. Горькая правда о самом себе вышла наружу. Он не был способен от нее спрятаться. Мужчина прогнал сына только за то, что тот хотел жить свою жизнь, а потом чуть не дал ему умереть, перегородив путь скорой помощи. Гордон ехал, не замечая, как слезы лились из его глаз. Весь мир мужчины рушился на глазах. И Гордон хотел только одного – сделать все иначе. Он начал молиться за сына, просить, чтобы тот остался жить. Гордон принял решение, что позволит своему ребенку стать тем, кем он захочет, будет поддерживать во всем, лишь бы тот не погиб. Мужчина знал, что не простит себе смерти единственного сына, к которой он мог оказаться причастен. Зачем он начал ругаться с водителем? Это ведь всего лишь машина, пусть новая и дорогая. А если бы внутри был не его сын, то он никогда бы не осознал, насколько ужасно себя вел. Это были вопросы без ответов. Машина приехала в больницу, Гордон вместе с врачами зашел внутрь. Медики изо всех сил боролись за жизнь его сына, а он мог только смотреть на это со стороны. Он отдал бы все, лишь бы оказаться на месте Джейка, взять на себя его боль. Но ему оставалось только ждать. Врачи приступили к операции. Гордон знал, что больше никогда не будет прежним, его жизнь навсегда изменилась. Теперь он станет помогать другим, но самое главное – позволит быть счастливым сыну, если он выживет.
Счастью, мужчины не было предела, когда врачи сказали, что операция прошла успешно. Джейк был еще очень слаб, но он выжил. Через несколько часов Гордон смог увидеть сына, и это были самые счастливые минуты в его жизни. Здоровью Джейка больше ничего не угрожало. Когда сын открыл глаза, то стал извиняться перед отцом. Гордон со слезами на глазах остановил его. «Это мне нужно просить у тебя прощения за все. Я не позволял тебе быть собой, делать то, что нравится. Прости меня. Я только хочу, чтобы ты окреп, вышел из этой больницы и стал самым крутым актером в мире. А я буду помогать тебе в этом всем, чем смогу». Джейк засыпал на больничной койке, широко улыбаясь, ведь он всю жизнь мечтал услышать от отца именно эти слова. Мы не всегда понимаем, как много значит для нас кто-то, пока не появится страх потерять этого человека. Давайте ценить близких людей, а еще позволять им быть счастливыми так, как они сами этого хотят. На этом все. Делитесь этой историей, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!